В этом видео мы изучим шахматные ловушки в дебюте «Латышский гамбит». А расскажет нам о нем сильнейший гроссмейстер конца XIX века Михаил Иванович Чигорин. Здравствуйте, уважаемые радиозрители! Эту партию я сыграл, когда еще был молодым, в 1878 году в Петербурге. Я играл черными. После ходов Е4, Е5, конь F3 я ответил F5. Именно этим ходом начинается дебют «Латышский гамбит». Белые побили пешку EF. Хотя за белых намного легче получить преимущество при помощи хода конь бьет на Е5. Давайте перевернем доску. После хода конь бьет на Е5 белые получают преимущество следующим образом. Ферзь F6, d4. И после d6, конь c4, fe, слон e2, королевский фланг черных ослаблен, а у белых уже развиты две фигуры, и они готовы сделать рокировку. Также необходимо учесть, что после хода конь бьет на e5 и ферзь f6, белые сразу могут ответить конь c4, и после fe, конь c3, ферзь g6, защищая пешку e4, d3, ед, белые расставляют ловушку. Ходом слон бьет на d3. Кажется, что пешка g2 беззащитна. Однако, если черные возьмут ее, ферзь бьет на g2, то после ферзь h5, шах, могут сдаться, так как на g6 решает ферзь e5 шах, двойной удар, конь e7, слон e4, защищая ладью h1. Ферзь h3 и ферзь бьет на h8. У белых материальное преимущество. Но вернемся к нашей партии. В ней соперник сыграл не конь бьет на e5, а побил пешкой пешку f5. Последовало конь c6. Возможен также вариант и конь f6. Я сыграл конь c6 и после слон b5, слон c5. Намного сильнее здесь ход черных e4 и после ферзь e2, ферзь e7, слон бьет на c6, dc, конь d4, конь идет на f6. Игра в данном случае равна. После же хода в партии слон c5 последовало слон бьет на c6. Белые пытаются поспешно выиграть еще одну пешку, однако это не приводит ни к чему хорошему. Намного надежнее за белых здесь было сыграть рокировка и после конь g на e7, конь c3, и они сохраняют небольшое преимущество. После хода в партии слон бьет на c6, последовало dc и конь бьет на e5. И здесь я расставляю хитрую ловушку, слон бьет на f5, в которую белые и попадаются. Однако, может быть, сильнее здесь было сыграть слон бьет на f2, и после король бьет на f2, ферзь d4 шах, король e1, ферзь бьет на e5, ферзь e2, ферзь бьет на e2, король бьет на e2 и конь h6 перевести партию в более выгодный для черных эндшпиль. Но 1878 год был временем романтики в шахматах, поэтому после конь бьет на e5 я сыграл на ловушку, слон бьет на f5. И в результате после ферзь h5 шах, g6, конь бьет на g6, ловушка захлопнулась. Здесь еще не поздно было белым отойти ферзем и после ферзь e7, c3, рокировки в длинную сторону, сыграть d4 с минимальным преимуществом. Белые после g6 попались в ловушку, сходив конь бьет на g6. Последовала жертва ладьи, hg. Ферзь бьет на h8 и ферзь e7 шах. Король уходит на d1. Следует слон f2 с угрозой
слон g4 мат. Ферзь бьет на g8 шах, король d7 и ферзь c4. Но материальное преимущество не спасает белых. Я сыграл ладья e8, и здесь белые сдались, так как грозит шах ферзем на e1, и белые не могут от него защититься. Например, конь c3, ферзь e1 шах, ладья бьет на e1 и ладья бьет на e1 мат. Также не спасает белых защита d4, так как последует слон g4 шах, и после хода королем король d2, ферзь ставит мат на e3. Вот такую красивую ловушку мне удалось применить за черных в дебюте «Латышский гамбит». Обязательно поставьте лайк моей партии, подпишитесь на канал, и я прокомментирую еще много интересных партий. Всегда ваш Михаил Чигорин.